Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас не такое веселое настроение, но и тема у нас тоже не самая веселая. Начнем кратко по делу и не по делу. Будет вторая часть, где я рассказываю о том, как помогать людям с депрессией, как переживать ее, как поступать не нужно. Но только в том случае, если, господа и дамы, наберется на этом видео 100 лайков. Ни много, ни мало. Да что ж там немного. Это мало даже по меркам моего канала, поэтому не поленись и спустись. Поставь мне лайкусик и поддержи мои начинания. О, боже мой. Сегодня я не буду вдаваться в какие-то глубокие биологические термины. Я и не претендую ни на какого врача. Я буду говорить максимально простыми и понятными словами, чтобы все меня поняли. Значит так, начнем вообще с того, что само по себе такое депрессия. Это заболевание, склонность к которому у человека проявляется вот по факту рождения. Есть люди, которые способны вообще не испытать ее в течение жизни. Есть те люди, которые испытывают ее множество раз. И в целом те люди, которые испытывали депрессию хотя бы однажды, спасибо, холодильник, за то, что шумишь, они испытают, вероятно, и дважды, и трижды. То есть по факту лечения депрессии не существует. Есть только способ отложить все эти глупые признаки, которые ей свойственны, все эти глупые болячки, которые идут вместе с ней, про которые мы говорим. Будем говорить чуть позже. В общем, да, она дается по факту рождения. И что это вообще такое? По факту депрессия является нарушением внутри мозга, то есть наша эндокринная система, наши гормоны, которые отвечают за наши реакции, за наше настроение, у них идет сбой. Либо на этапе выработки, либо на этапе всасывания, принятия, усваивания этих веществ. То есть на уровне организма идет какое-то неправильное действие, которое выражается на нас, соответственно, внешне мы это ощущаем. Как это ощущается? Многие люди думают, что депрессия – это просто грустинка, которую ты поймал. Вот, но то, что человек чувствует во время депрессии, можно описывать очень-очень долго. Вот, я сейчас буду в основном опираться чисто на свои воспоминания и на описание других людей. Начать стоит с базового признака, который бесит меня больше всего. Это апатия. Апатия. Что такое апатия? Мы сейчас говорим, да, не про какую-то короткую апатию, а вот прям про длинную депрессию. В целом, то, что и называется депрессией, это не какой-то короткий неприятный период в вашей жизни, когда вы можете испытать какие-либо из этих болячек, а именно долгий, устойчивый, который не поддается зачастую, ладно, не буду врать, который порой даже не поддается работе с психологом, который не поддается работе с собой. Вот. Это долгий устойчивый период, когда вы испытываете эти болячки. Соответственно, апатия – это потеря интереса к жизни. Полнейшая потеря интереса к жизни. Я для себя лично во время болезни выделял 3 этапа. Один – это хороший. Мне хочется жить. Все хорошо. Второй – мне не хочется жить. И третий – я хочу умереть. Для меня третий, к сожалению, тоже существовал. И, очевидно, ничего хорошего с такими мыслями человеку в голову не приходит. Все, что раньше приносило удовольствие, оно перестает интересовать человека от слова совсем. Он теряет себя и свою идентичность от этой пустоты, которую он ощущает к жизни. В моем случае, например, это был спортзал. Я очень любил заниматься спортом в свое время, но конкретно в период депрессии мне не то чтобы не приносило удовольствия, мне было неприятно ходить в зал. Единственная причина, по которой я продолжал, это просто потому, что надо, просто потому, что я хочу поддерживать себя в форме и не быть толстым. Это мой главный
почему я стал слабее? Из этого вытекает вторая причина. Не будем сейчас говорить про психосоматику. Да, то, что мы там грустно мыслим, у нас грустно получается. Не только в этом дело, хотя в том числе и она. Дело в том, что депрессия затрагивает не только ментальную сферу нашей жизни, но в том числе и физическую. Зачастую человек во время депрессивного расстройства не просто безинициативный, без интересов, он еще и физически слабый. Зачастую человек начинает больше спать, больше уставать, больше отвлекаться. Да и в целом вся деятельность, даже бытовая, дается гораздо труднее. В моем случае, в зависимости от разных периодов, тоже выражалось по-разному. Учиться было невероятно сложно. Я не усваивал никакой материал от слова совсем. Я сидел на уроках и просто не мог понять, что происходит. Голова работает совершенно на другом ладе, на другой частоте. Она где-то в себе, и как бы ты ни старался, она не хочет прийти в норму. Я спал в день по 3 раза. Я ложился спать ночью. Часов 10 я ложился спать днем. После школы я ложился спать перед сном. И мне всегда ужасно хотелось спать. Я всегда чувствовал себя ужасно выжатым. Очень трудно было, очень трудно было найти в себе силы вообще на то, чтобы хотя бы что-то сделать. Опять же, но вот этот мой мегасон, он был, наверное, прям самые критические моменты. Вот, опять же, то, как я с этим боролся, то, как боролись другие люди, я расскажу только в следующем видео. Сегодня затрагиваем только базовые знания. Вот, соответственно, что по поводу лечения? По поводу лечения, к сожалению, депрессия действительно не всегда поддается работе с психологом. То есть тот этап, на который даже не все готовы пойти, может быть бесполезен в данном случае, особенно в случае тяжелой депрессии. Потому что, опять же, это как грипп. Ты заболел гриппом, и чтобы нормально вылечиться, тебе необходимо выпить тарафлю какой-нибудь. Тебе нужно там, не знаю, в нос, чтобы ты дышал, снова еще что-то. Неважно. Ты используешь лекарства, чтобы вылечиться. Абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Если ты не будешь принимать лекарства, в случае некоторых болезней ты вообще не сможешь вылечиться. В случае более простых вариантов по типу того же самого гриппа лечение займет гораздо дольше и будет гораздо более неприятно для тебя. Так работает с обычной депрессией. К слову об этом, не нужно бояться антидепрессантов. Безусловно, они меняют твою жизнь. И не всегда к лучшему, потому что основное лечение таблетками строится на подборе нужного препарата. На своем опыте хочу сказать, что мне пришлось подобрать 6 препаратов перед тем, как найти нужный. И каждый раз, когда я принимал эти препараты, я принимал их примерно там 3 недели минимум, чтобы понять полный эффект от них. Минимум 3 недели, бывало больше. И все это шло вместе с какими-то побочными эффектами. Опять же, сонливость, слабость, диарея, набор веса, похудение. Может быть абсолютно все, что угодно. Одно из самых неприятных для меня было слабая либидо, потеря чувствительности. И самое неприятное для меня, я в целом немножко проще стал воспринимать мир с точки зрения эмоциональной. За тот момент, когда я принимал антидепрессанты, я не посмеялся ни разу. При этом мне было смешно. Я испытывал эту эмоцию, но она была незначительна. Не настолько, чтобы вызвать у меня смех. Я понимаю, что это шутка, например. Она очень смешная. Я бы разорвался с нее, я бы по полу катался. Но просто, опять же, на
уровне физиологической работы организма у меня не получается посмеяться. Нет столько эмоций. Вот. Но все же, да, это была какая-то легкая сейчас антиреклама, справедливости ради. Антидепрессанты, безусловно, помогают выйти из этого состояния. Потому что, ну как бы до этого хуже. До приема препаратов определенно гораздо хуже. Лежать, ничего не делать лучше. Это же не лучше, чем делать что-то, но, возможно, не с полной эмоциональной разгрузкой. Вот. Затем, кстати, продолжим так говорить про депрессию. Я никакого сценария при себе не имею. Я говорю вам как есть, от души, с первого дубля. Это self-harm. Он может проявляться по-разному. В привычном понимании это порез на себе. Но на самом деле self-harm может проявляться в разных сферах жизнедеятельности. Для кого-то это спортзал, боль в мышцах, боль во время того, как ты жмешь штангу, ты мучаешь себя, свой организм. Для тебя это своеобразная отдушина. Кто-то начинает приносить вред своему организму с помощью препаратов, аптечных препаратов, табачных изделий, с помощью алкоголя, без разницы. То есть причинение вреда себе может проявляться абсолютно по-разному. Но всегда оно говорит о многом, о том, что человеку нужна поддержка. То есть, возможно, в связи с современными трендами, особенно, вот я знаю, в ТикТоке есть глупые тренды на романтизацию селф-харма, то, как люди это выставляют, это определенно портит картину настоящего мира. Я считаю, что большинство людей, в общем, есть довольно-таки большая часть людей, которая вообще об этом никак не говорит. Тут нужно быть просто внимательным. И следить за человеком, за близким, за другом, неважно. Люди могут, например, просто не показывать зоны, которые не режут. Сейчас мало кто режет себе просто в тупую руки, да. Кстати, так нормально залетело. Но просто в целом, что люди в основном режут? Это бедра. Может быть, бедра не видно, да? Это бедра, это талия, это ноги. Очень часто режут ноги, потому что это зона, которую видят только избранные. Ну и, само собой, руки. Но не так часто, как по мне. Особенно девочки жалят с бедрами. Много я видел этого. Но у меня это вообще было в каком-то странном проявлении. Мне было трапеции, грудь, плечи, руки. Так все руки, просто все руки, все руки, все руки, все руки, все руки. И это приносило мне определенное успокоение. Вообще, вот я помню те моменты, когда я сижу с этим лезвием, ничего в голову обратно не отдает, что я делаю что-то неправильно. Я это сделал, я довольный. То есть, сожаления никакого об этом не было. Сейчас в целом его нет, потому что я, слава богу, здравый человек. Как видите, шрамов на руках, по крайней мере, у меня никаких не осталось, потому что я не каким-то там гниющим лезвием тупым резал. У меня были просто кайфовые вот эти бритвенные станочки. Станки, знаете, может быть, старые для бритвы, такие. Вот он тоненький, оставлял порезы, делал больно, но при этом шрамы от него почти не оставались.
сожрут себя, причиняют себе вред. Я говорил, какая нафиг депрессия? Депрессия в 0 лет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И в итоге сам наступил на эти же грабли. Для меня это было большим уроком. После этого я стал внимательнее относиться к окружающим меня людям и не делать поспешных выводов в той сфере, в которой я на тот момент не разбирался. Ну и как вывод могу сказать, не ругайтесь с людьми, всех любите, даже тех, кто дурак, кто плохой и тому подобное. Берегите себя и своих близких, следите за своим самочувствием, не перегружайте себя. Давайте себе отдыхать, если это возможно. И вообще, знаете, вы всегда не один. Есть люди, которые готовы вас поддержать. Вот, на этом я буду заканчивать свою короткую познавательную сессию. Сегодня, так как и обещал, особо никаких научных замыслов я не пытался в свою речь вложить. Просто немножко поделился мыслями по этому поводу. Возможно, кому-то из вас поможет. Но и не забывайте про вторую часть с поддержкой и с помощью таким людям. Ну а с вами был я, уже представлялся. Всем, получается, уже сладеньких снов. Надеюсь, сегодня смогу выложить это видео. Прощайте.